Долгожданная версия смарт-браслета от Xiaomi с приставкой Pro. И я уже думаю, вы знаете, о каком девайсе сегодня пойдет речь. Он имеет встроенный GPS, NFC-модуль, Always On Display, датчик внешнего освещения, а также данное носимое устройство может похвастаться автоматическим измерением пульса и круглосуточным мониторингом SPO2, уровень стресса и сна, интересный дизайн, качественные материалы и хорошее время автономной работы. Обо всем этом можно прочесть, разумеется, в рекламе к данному устройству под названием Xiaomi Mi Band 7 Pro. Как же на самом деле дела обстоят у Band 7 Pro, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Кому я говорю слишком медленно, всегда ставим X2. Это Xiaomi Band 7 Pro. Особой дикой радости у меня на лице нет по одной простой причине. Я здесь вижу NFC, и я на 99,9 в периоде уверен, что у меня не получится им никаким образом себя порадовать, оплатить что-то, еще что-то подобное. Больше 100 режимов тренировок, GPS в наличии, разумеется, кислород. Ну, Band 7 был на канале, можете посмотреть обзор в правом верхнем углу. Отслеживание сна, все как у всех. Бенды 7, как и Huawei Band, самая сбалансированная штука на рынке. Опять же, по моему мнению, плюсы: химией не пахнет, ремешок выглядит дорого. Вот с этой застежкой. Я не знаю почему, она из металла, что ли? По ощущению, она из металла крашеная, не шутя. Ремешок сразу фейл, к сожалению, быстросъемный, но особый. То есть вы не можете купить себе ремешок сразу и приобрести его, потому что нужно будет что-то от Xiaomi. По кабелю все как в телефоне прямо уложено. Эпичненько было бы, если бы был он еще магнитный, а не на двух пинах. Хотя это тоже магниты, но вы поняли. Вижу здесь микрофон, который нам точно не понадобится, потому что если вы не живете в материковом Китае, все эти приблуды это такое себе. Разумеется, здесь есть помощник голосовой, который опять же нам бесполезен. Ну и в целом, единственное, что меня больше всего интересует, как и вас, это как это дело работает, насколько у него хорошо все с GPS и насколько хорошо все с автономностью. 31,4 грамма вес, 28 миллиметров, почти 29 в ширину. Толщина максимально 11,7 и высота этого девайса 44, почти 45 миллиметров. Мне кажется, на руке будет выглядеть не хуже, чем Huawei Watch Fit. Первые у меня были, вторые у меня уже давным-давно на руках, но я никак не соберусь делать обзор. Скоро будет. Вот это дело мне нравится. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в прикрепе. Мой телеграм-канал с промокодами на Али и болталка, нас там почти 15 тысяч человек. Подписывайтесь также на Twitch канал и, разумеется, всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, перейдем же к смарт-браслету. Полетели. У меня на руках китайская версия данного браслета, интерфейс полностью на китайском языке, и, к нашему сожалению, даже английского нет. Поставляется Band 7 Pro в двух расцветках самого корпуса. Это светло-золотая и с оттенком синего. Дизайн привлекательный, из-за формы он больше похож даже на смарт-часы. Смотрится Band 7 Pro хорошо как на мужской, так и на женской руке. Ремешок тактильно приятный и выполнен из TPU, а корпус бенда выполнен из пластика. При носке дискомфорта я не ощутил, как и во время сна. Сборка неплохая, как и качество материалов. На корпусе расположили надпись Xiaomi, два контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Mi Band 7 Pro умеет измерять пульс в автоматическом режиме с периодичностью в 1 минуту. Уровень кислорода измеряется круглосуточно, как и уровень стресса, что хорошо. Мониторинг сна также в наличии, сон мониторит корректно, как и все фазы сна. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, Band 7 Pro не считает. Показатели на руке вполне точны, разумеется, погрешность есть, но минимально. Уровень стресса в целом, если учитывать свое моральное состояние, мониторят адекватно. Летим дальше. С фронтальной части находится AMOLED-дисплей на 1,64 дюйма с разрешением 456 на 280 пикселей. Экран покрыт 2,5D изогнутым стеклом, плотность пикселей 326 ppi, картинка четкая и цвета насыщенные, скроллинг довольно плавный. Рамки у экрана есть, как и подбородок, небольшие, но заметные. При прямом попадании света на экран в солнечный день яркости в целом хватает. Автояркость на борту, и работает она хорошо. Регулировка яркости пятиступенчатая. Время до отключения экрана максимум 5
45 минут, что круто. Полноценный Always On дисплей на борту, он может работать как весь день, так и по расписанию. Стиль Always On дисплея зависит от основного циферблата, что, конечно же, радует. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо. На смарт-браслет также можно установить шестизначный пароль или включить режим «Не беспокоить», что стандартно. По свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, слева направо панель быстрого доступа, справа налево виджеты и снизу вверх это меню. Виджеты и меню можно настроить под себя, что очень даже удобно. В меню из интересного это тренировки, активность, измерение пульса и кислорода в крови, измерение уровня стресса, сон, дыхательные тренировки, женское здоровье, погода, в которой местоположение отображается на русском языке, а все остальные данные на китайском. Музыкальный плеер для управления воспроизведенной музыкой на смартфоне, помощник по фотосъемке, который работает корректно, будильник, заводной таймер, обычный таймер, который может работать в фоновом режиме, а вот секундомер не имеет такой функции, к слову. Вот такая странная мультизадачность. Фонарик, поиск телефона и настройки. Голосовой помощник АИ для нас бесполезен как кошелек. Заметки, WeChat и Alipay. В настройках помимо перечисленного и стандартных настроек можно настроить силу вибрации, включить или выключить автоопределение тренировки с поддержкой, определение бега, ходьбы, скакалки, эллиптического или гребного тренажера. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2. Подключить Bluetooth наушники возможности нет, как и нагрудный датчик. NFC, как вы уже поняли, имеется. Тренировок 117 режимов, отслеживание плавания также на борту. Из навигации Beidou, GPS GLONASS Galileo, QZSS. Местоположение Band 7 Pro определяет до 10 секунд максимум. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером для переключения треков, воспроизведенных на смарте. Карты строят неплохо, отклонение от маршрута есть, но незначительное. Загружать маршрут нельзя, что очевидно. Входящий звонок можно только сбросить или включить беззвучный режим, быстрых ответов нет. Вибромоторчик хороший, разбудить сможет. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя и быстрых ответов не завезли. Иконки приложений, как и смайлики, не отображаются, текст в сообщениях отображается на русском языке, что хорошо. Далее, емкость аккумулятора 235 мАч, полный цикл зарядки занимает около 2 часов. За ночь со всем мониторингом здоровья, но без Always On дисплея ушло 13% заряда, что, разумеется, вообще не круто. В активном сценарии использования со всеми мониторингами здоровья и ежедневными 30-минутными тренировками они проживут не более 5 суток. По моим тестам. С Always On дисплея, разумеется, автономность снижается еще сильнее. 5-минутная зарядка даст немного времени автономной работы, во всяком случае, если пользоваться Band 7 Pro по максимуму. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, я окунул их в воду, да и в принципе тестировал их на водопроницаемость как мог, по итогу с ними, разумеется, ничего не произошло. Весь функционал остался рабочим, плавать с ними можно, как и принимать душ. Далее, к приложению Mi Fitness Mi Band 7 Pro подключилось у меня без проблем, но только при смене регионов на Китай. В приложении Mi Fitness есть 4 основные вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В настройках Band 7 Pro все стандартные. Помимо перечисленного мною ранее, в них есть магазин циферблатов, и на выбор их здесь более 100 штук. Персонализированные циферблаты на борту и любую фотографию на заставку установить можно, что особенно удобно. Также есть настройка мониторинга здоровья и стандартные настройки для устройства. Обновить прошивку возможность есть, и обновление мне прилетало сразу же после подключения бенда к приложению. Минусы: не отображаются смайлики и иконки приложений, нет быстрых ответов на входящие звонки или смс-уведомления. Заметные рамки у экрана и наличие подбородка, отсутствие английского языка, не говоря уже о русском. Нет заявленного компаса, возможно, с прошивками все добавят и пофиксят, но в данный момент дела обстоят именно так. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, плюс телеграм-канал скидок, я еще эксклюзивные ролики иногда снимаю. Смотрите, будете в курсе новых событий. Резюмирую, Xiaomi Mi Band 7 Pro, честно говоря, не так сильно впечатлил, как Smart Band 7. Разумеется, мы имеем рабочую GPS-навигацию, но при этом не нужны нам абсолютно NFC-модули, не думаю, что туда кто-то сможет что-то завести, голосовое управление, отсутствие выбора языка интерфейса и так далее. Конечно, это китайская версия, она заточена под Китай. Если живете в Китае, тогда могу сказать, что приставка Pro не просто так приписана к названию. Возможно, в будущем будут добавлены другие языки, но я делаю обзор этого девайса, который у меня на руках, с той прошивкой, которая предоставлена на данный момент. Не забываем подписываться на канал с колоколом и писать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Всем спасибо за комменты, это помогает каналу. Девайсу от меня личное да, потому что здесь хотя бы есть GPS. Ну и учитывая стоимость, ладно, пойдет. Хотя много чего интереснее выпускается даже с GPS. Смотрите на канале. Добра и удачи вам, дорогие друзья.